Привет, друзья, с вами Лада, и в этом видео я покажу свой прогресс в таком виде рукоделия, как плетение из газет. Покажу свои самые первые работы, также самые последние, будем их сравнивать. Также расскажу, как я познакомилась с плетением из газет и с какими ошибками столкнулась, когда только начинала заниматься данным видом творчества. Если вам эта тема интересна, то я приглашаю вас к просмотру. Здесь хочу сделать небольшое отступление. В этом видео я не все изделия буду показывать вживую. Многих уже нет у меня на руках, что-то было отдано, что-то продано, участвовала в конкурсах, но я буду вставлять видео и фотографии тех изделий, которые я найду у себя в закромах. Я думаю, что этого будет вполне достаточно. Ну и давайте же приступим. С плетением из газет я познакомилась очень давно, лет 8 назад, совершенно неожиданно. В то время я занималась папье-маше, ну как занималась, так периодически я иногда делала всякую разную бижутерию, кулончики, бусинки из бумаги, папье-маше, из газет. И совершенно случайно мне YouTube в то время предложил одно видео Елены Тищенко, как сплести корзинку из газет. Я тогда очень сильно удивилась, ладно, корзинку из газет сплести самому, так ее еще можно, оказывается, из газет сплести. В общем, кликнула на это видео и пропала. Я настолько была в эйфории, что в этот же день я быстренько у мамы где-то нашла какую-то спицу, вроде бы это была спица на 2 миллиметра, взяла целую пачку газет, быстренько накрутила эти трубочки, ну абы как, и, в общем-то, сплела свою самую первую корзиночку. Вот она. Но я была настолько в восторге от нее, что вот просто не передать словами. Я подумала, ну сколько же тогда вещей можно сплести из этих газетных трубочек. Техническая сторона вопроса меня совсем не интересовала, не волновала. Я была поражена от того, что вот именно из газеты это можно сплести. Ну, конечно, видите, да, какая корзиночка, в каком состоянии, в каком качестве сплетена. Какие у нас трубочки были лет 8 назад. Да, это было очень-очень весело. Но на тот момент времени мне казалось, что эта корзиночка, ну такая прихорошенькая. Я вот всем ходила, хвасталась и говорила, я нашла свое любимое дело, это плетение из газет. Вот такая была моя самая первая корзиночка. Здесь вы видите трубочки, ну да, накручены, конечно, они все мятые, перемятые, широкие, просто обалдеть. И самое интересное, вот я сейчас смотрю на плетеный ряд, вот как я плела, какой веревочкой, я вообще не пойму. Тут у меня даже вставлены какие-то дополнительные трубочки. В общем, я так полагаю, что плела я как душа, вот ляжет, так я и плела. Здесь корзиночка была покрашена, не знаю, наверное, в 10 слоев белой краски, потому что плела я из газет, трубочки были пестрые, а мне это совсем не нравилось. Я посмотрела некоторые видео по покраске, их было на тот момент ну совсем мало, вот, и что я узнала, это красить вот белой краской, все закрашивать, и, соответственно, я это и сделала. Можно увидеть, что тут даже вот эта плетеная фактура, она вся забита вот этой белой краской. В общем, результат, я помню, мне не понравился. Далее я хотела покрыть все это морилкой, вот эта вот вся морилка такая бежевая. Она просто не схватилась на краску, что было, естественно, очевидно. Далее у меня был колер, я его попробовала, вот такой коричневый, тоже мне не очень понравилось. А далее эта корзиночка служила у меня чисто для экспериментов. Я тут пробовала черный колер, пробовала делать декупаж. Даже какую-то зеленку даже я пробовала, слушайте, ну просто вот вспомнить. И через какое-то время эта корзина мне перестала нравиться, и я ее выбросила. Как я думала на тот момент, а почему же она у меня в руках? А потому что я совсем недавно у мамы нашла ее в закромах. Оказывается, мама увидела в мусорном ведре вот это вот чудо, забрала себе и спрятала, за что я ей, конечно, вот сейчас благодарна, потому что если бы она этого не сделала, не было бы вот этой вот истории. Но на самом деле это первые эмоции, первые впечатления. И, ну да, какая бы кривая корзиночка ни была, мы все равно свои первые изделия все равно любим, конечно. Кстати, плела я эту корзиночку по форме, да, наверное, трудно догадаться, но некоторые стеночки совсем страдают. Вот здесь вообще непонятно, что я пробовала. Вроде не пробовала, не знаю, вот. А далее у меня были какие-то изделия, которые мне совершенно не нравились, и я их выбрасывала уже окончательно. Далее где-то пятой корзиночка была вот эта вот фруктовница.
Здесь у меня уже трубочки чуть-чуть потоньше, потому как я тоже какое-то видео смотрела, там вот рассказывали про соотношение спицы и полоски, ну и я как-то тут экспериментировала. В общем, этой корзиночке лет 7 уже с половиной, и знаете, она у нас до сих пор используется под фрукты, что только с ней не было. Она пережила 2 переезда, пережила гнилые фрукты внутри. В общем, я ее мыла, наверное, уже не знаю сколько раз, и вы знаете, она в очень хорошем даже состоянии сейчас. Ну, конечно, вот есть вот где-то потертости, я буду ее реставрировать, еще надо подумать, как это все сделать, но тем не менее, вот служит не 1 год нам, и мы очень-очень ей рады. Кстати, по поводу первой корзиночки, она получилась очень-очень жесткая, потому что я ее прогрунтовала ПВА, не разбавленная с водой. И эта корзиночка настолько жесткая, что, наверное, ей можно убить. А вот эту корзиночку я тоже грунтовала, ПВА уже разбавляла с водой, и она получилась, ну, такая вроде, не совсем, может, такая прям жесткая. То есть ее можно немножечко вот так вот сложить. Вот, тем не менее, да, вот можно посмотреть вообще на качество, как я тут наращивала, как плела. Наращивала, конечно, у меня скрутка не срезалась, то есть это все было видно. Вот, и загибка такая рыхлая, и вообще такое плетение немножечко рыхлое, но тем не менее тоже была довольна. А сейчас вы видите фотографии тех изделий, которые были сплетены как раз за тот период времени, лет 8-7 назад. Изделий совсем немного, и, к сожалению, даже не все изделия я фотографировала, были очень интересные варианты, потому как на тот период времени я даже и не предполагала, что в будущем я буду снимать вот такое видео, и фотографии моих первых плетеночек очень даже пригодятся. Вы видите качество этих изделий, я думаю, что комментарии излишни, кто давно плетет, тот видит уже все эти косяки, но на тот момент времени, конечно, мне эти все изделия очень нравились, я каждое любила, и косяки я вроде бы и замечала, и старалась в следующем изделии сделать что-то получше, но информации было настолько мало, да и с интернетом я не очень сильно дружила, я не сидела в группах по плетению из газет, и, конечно, я не видела вот таких вот прям идеальных работ, мне не на что было равняться, к сожалению. Это на сегодняшний день очень много всякой информации, очень много групп по плетению, форумов, и мы видим работы мастеров, которые нас воодушевляют, вдохновляют и помогают нам исправить те ошибки, которые у нас есть. Вот тогда у меня этой возможности не было. Самая большая моя трудность в плетении из газет была наращивание газетных трубочек в плетении так, чтобы все хотя бы даже не то, что было незаметно, это ладно, а хотя бы наращивалось легко. На тот момент трубочки я крутила очень неправильно, и у меня вот где скрутка, вот это место было очень-очень широким, и оно очень плохо вставлялось в начало следующей трубочки. Я не понимала, от чего это происходит, это потом уже я нашла спицу более тонкую, и вот само собой стали получаться более тонкие трубочки. И как раз таки и скрутка была тоньше, и наращивание было лучше. Но вот на первых порах, конечно, наращивание у меня очень сильно хромает. А еще вот что за трудность была, это в окрашивании изделий. Я очень хотела закрасить белый принт. Опять же, информации по этому вопросу было мало, одни опыты, эксперименты. И я вот в этой корзиночке, например, экспериментировала с покраской. Где-то около 8 слоев белой водоэмульсионной краски я на нее нанесла бедную. Вся фактура плетения у меня здесь забилась. Я еще сверху нанесла декупаж, чтобы как-то не очень ужасно это все смотрелось. И знаете, я еще грунтовала свои первые изделия прям очень-очень хорошо, я клея ПВА не жалела, а вот как раз таки воды я жалела, поэтому все изделия у меня получались супер прям жесткие, прочные, мне кажется, что вот они до сих пор живут у своих владельцев, и ничего, наверное, с ними еще не случилось. После этих изделий у меня был очень большой перерыв в плетении, я лет 6 ничего не плела, не крутила трубочки и практически раздала все свои материалы, которые я покупала специально для плетения, потому как основная работа занимала очень много времени, его ни на что не хватало, ни на какие уже увлечения, хобби. Но 3 года назад я уволилась, стала заниматься снова творчеством, и 2 года назад я снова пришла к плетению и сплела свою первую корзиночку после долгого перерыва. Вот вы ее можете видеть, вот такая корзинулька получилась,
Ну, качество тоже можете видеть, конечно, страдает еще как. Я ее плела без формы. И здесь у меня газетки, которые я где-то в супермаркете взяла, первые попавшиеся, накрутила на спицу, даже не увлажняла и просто вот захотела вспомнить, что такое плетение. И, конечно, они вот такие вот все немножечко в некоторых местах ломкие, потому как не увлажнены, они ничем не обработаны были, ну вот как-то так. Рыхлая загибка, здесь видна скрутка. В общем, было весело, но мне понравилось. Я получила очередную порцию эйфории от самого плетения. Я поняла, что это мое, этим я хочу заниматься в ближайшее время. После этой корзиночки я сплела вот такую вот корзиночку. Она уже получилась довольно-таки лучше. Опять же, скрутка вот здесь видна очень так сильно. Вот, но тем не менее, эту корзиночку использую до сих пор под фрукты. Мне здесь не нравится ее окрас. Здесь я ее окрашивала водными морилками, а еще сверху прошлась белой краской, чтобы немножечко сгладить вот эту пестрость. Ох, но, конечно, зря это сделала. Вот, также плела ее без формы, вот более-менее уже форму я стала выдерживать, но вот эта вот скрутка, она, конечно, качество плетения портит. Далее шли вот такие вот короба. Так, этот до сих пор у меня лаком не покрыт, даже не знаю почему. Еще были короба, которые я отдала. Ну вот они вот как-то так у меня выглядят. Это я плела по форме. Здесь я даже экспериментировала веревочкой в 3 трубочки, но так как у меня трубочки были все одного цвета, такие пестрые, то тут не очень хорошо видны эти эксперименты. Вот этот короб, по-моему, был первый, а этот короб, я вот не помню, третий был, что ли, уже тут получше немножечко плетение идет, чуть-чуть получше. Тут я уже старалась скрутку обрезать застоечкой. Вот, уже делала вот такие вот переходы. Ну и 2 года назад, конечно, информации по плетению было очень-очень уже много. Вот, и какие-то можно найти было и технические моменты, и уже и работы мастеров были вовсю. Ну, по крайней мере, я с интернетом уже научилась общаться, поэтому это все находила. Далее были корзиночки вот такого плана. Похожая корзиночка у меня участвовала в конкурсе. В то время я уже активно снимала видео по плетению. И как вы можете заметить, я замечаю, что качество уже намного лучше становилось. Уже не такие полые трубочки были. Здесь я экспериментировала с шириной полоски, со спицей. Ну и также, конечно, на тот период времени я очень много плела, практически каждый день. И здесь вот хочешь не хочешь, но практика все равно дает знать о себе, она улучшает качество плетения. Даже если вы этого не хотите, все равно практика, она будет улучшать качество. Здесь я уже старалась и срезать скрутку, не везде это получалось, но тем не менее что-то такое, уже прогресс есть. Ну и вот в этой корзиночке тоже можно заметить небольшой прогресс. Уже и плотность плетения появляется, и трубочки более ровно ложатся в ряд. Далее у меня были другие изделия, о некоторых я даже снимала отдельное видео на канале, вот ссылочку здесь оставлю. Там я показывала, какие у меня корзиночки были сплетены за конкретный период времени. Далее у меня был новый этап в плетении из газет. Я купила себе чистую газетную потребительскую бумагу и была поражена, насколько много возможностей передо мной открывается в этом виде творчества. Трубочки можно красить в разные цвета, экспериментировать с узорами. Мне это настолько понравилось. И вот чашка с блюдцем была сплетена, по ней я снимала мастер-класс. Вот такие тарелочки были сплетены. Вот это вообще была сплетена из разных, вы видите, разноцветных трубочек. Мне она безумно нравится. Также вот еще вставляю фотографии 2 других тарелочек, которые были сплетены из новой бумаги. Далее я увлеклась плетением маленьких шкатулок, что мне очень-очень понравилось. Я поняла, что маленькие вещи это мое, и сплелись вот такие малышки. Вы можете видеть сейчас фотографии этих шкатулок.
Далее я плела вот такие корзиночки. Кто смотрит мои видео давно, уже узнал их. На некоторые снимались отдельные видео по их плетению. Здесь можно увидеть качество плетения. Ну и, соответственно, качество трубочек. Они, конечно, слишком полые были у меня, потому как тогда я крутила на спицу 1,5 миллиметра и брала полоску шириной 6 сантиметров. Но вот, по-моему, для этого кувшина я брала полоску 7 сантиметров, но все равно трубочки оставались полыми. Здесь я уже экспериментировала с формами, но тогда еще я плела по форме. Вот такой кувшин у меня еще плелся в то время с ручками. Было интересно вообще и сама форма плетения такого кувшина. Ну и трубочки здесь очень-очень полые. Здесь вот как раз ширина полоски 6 сантиметров, на спицу 1,5. И они, конечно, в некоторых местах просто заминаются. Но, конечно, из таких трубочек легче плести, но тем не менее вот качество изделия, оно уже немножечко снижается, потому что здесь есть такие всякие заменчики, мятости. Далее идет осенне-зимняя тематика, например, вот такая вот тыковка, ее как раз плели на прямой трансляции. Здесь трубочки у меня также тонкие, то есть 7 сантиметров полоска и спица 1,5 миллиметра. Вот такое качество получается. Можете сравнить с теми работами, с которыми я показывала ранее. Далее идет вот всякая такая мелочевка. Я поняла, что мелкие изделия я все-таки люблю плести. Например, вот такие насекомые всякие шли у меня, паучки. Мне очень понравилось это все плести. Вот такая ящерка. Здесь уже, конечно, вот все плелось без формы. И вот то, что много практики, это помогло и помогает выдерживать форму, уже чувствовать, развивать глазомер, чувствовать форму. Далее листок вот такой плелся. Также здесь пока тоненькие трубочки не обработанные, поэтому вот где-то местами скрутка оттопыривается. Но здесь так не очень сильно это видно все. Далее вот такие всякие новогодние игрушечки. Вот что осталось на руках, то показываю. Шишки всякие. Вот еще раз говорю, что плетение очень сильно развивает глазомер. Вы уже чувствуете форму и уже понимаете, где вам расширить, где вам сузить плетение. Вот такая вот елочка, подсвечник такой плелся. Далее новогодние изделия, вот которые у меня на руках есть, это вот такой сапожок. Трубочки немного мятые получались, да, потому что опять же тонкая, очень тонкая полоска бумаги и толстая спица. Вот, но мне кажется, что плетение уже чуть-чуть получше, если сравнивать с самыми первыми работами. А вот такое изделие мне очень нравится. Это мятый мешок. Я вот что сапожок, что вот этот мешок уже плела без формы. Тогда себе поставила установку, что хочу научиться плести без формы. И вот что-то такое у меня начало получаться. Вот такое качество изделия, качество плетения. Можете посмотреть, сравнить. После Нового года я готовилась к конкурсу, и у меня были сплетены вот такие шкатулочки. После Нового года я уже поменяла спицу и нашла спицу 1 миллиметр. На нее крутила долгое время трубочки и плела из них изделия. Вот такое качество плетения получалось при таких трубочках.
Это пасхальный поднос. Трубочки получались очень хорошенькие, и они не мялись при загибке. Вот можно увидеть, и скрутка меньше оттопыривалась. Здесь трубочки у меня не обработаны, я их всего лишь увлажняла при плетении. Не обрабатывала ни лаком, ни пропиткой. Вот такое качество плетения получалось. Также из таких трубочек я плела и вот эту курочку. Здесь уже экспериментировала с узором. Здесь у меня трубочки накручены на спицу 1 мм, и ширина полоски была 7 сантиметров. Далее, вот такая курочка у меня была сплетена из этих же трубочек. Здесь я уже обрезала полностью скрутку. Ее нигде не было видно, ни с лицевой стороны, ни с изнаночной. Ну и такие трубочки мне нравятся, что при загибке они совершенно не сплющиваются, прям супер получаются. Вот такой зайчик был уже сплетен из других трубочек. Здесь ширина полоски 8 сантиметров и спица 1,2 миллиметра. То есть они менее плотные, но не настолько, чтобы мяться тоже при загибке. И качество тоже плетения получается довольно хорошим. Вот и ушки такие получились. Вот то, что у меня на руках есть, покажу. Вот такая маленькая плошечка была сплетена из трубочек, накрученных на спицу 1 миллиметр, полоска здесь 8 сантиметров. Это я экспериментировала с формой. Вот все вот эти работы, что я показываю, практически были сплетены без формы уже. И это тоже без формы. Я экспериментировала с расширением, потом сужением. Вот такая вот подставочка у меня на руках есть, но больше вы можете видеть вот на фотографиях как раз. Как раз в этот период я плела изделия и на конкурс. Тоже можете видеть сейчас и фото этих изделий. Вот такая небольшая маленькая корзиночка с ручкой, также подставочки. И вот осталось видео от одного пузатика, тоже с подставочками, тоже ушла на конкурс. Также сейчас можете видеть фотографию лягушенцы, которая у меня плелась на прямой трансляции. Она разыгрывалась в конкурсе, и сейчас она находится в хороших руках, к счастью. Здесь также можете видеть качество плетения. Плела я все без формы. И трубочки здесь у меня уже немножечко другие, они накручены на спицу 1,3 мм, и ширина полоски взята 8,5 см. Мне такие трубочки очень понравились в работе. И в этой лягушке у меня получились трубочки как будто бы обработаны лаком, потому что красила я колировочным раствором и добавила очень много лака в этот раствор, и они получились такие, ну как такие кожаные, из них очень хорошо было плести, ну и качество плетения на фотографии тоже можно немножко увидеть. Прошлым летом у меня был огромный проект, я плела домик для своего котика, большущий вот такой котодомище. Здесь, конечно, качество немножко хромает, потому как, во-первых, плела я на прямых трансляциях, а во-вторых, здесь я совсем не смотрела на техническую составляющую самого плетения, здесь мне нужно было исполнить одну единственную цель, чтобы котодомик был прочный, чтобы он выдержал все нападки кота, что в принципе мне и удалось. Но с другой стороны, все-таки качество плетения, думаю, конечно, стало получше. Я его плела вообще без формы, стенки плела без формы, вот этот купол плела без формы, и мне кажется, что это был для меня вот реально подвиг. Далее у меня случился самый серьезный проект за всю историю моего плетения из газет. Я сплела себе сумочку, вот такая вот вместительная малышка у меня получилась. Здесь у меня уже трубочки немного другие, я их обрабатывала пропиткой с водой.
И, конечно, никакой скрутки у меня здесь не оттопыривается, трубочки очень хорошие в работе получились. Плела я эту сумочку полностью без формы. Я уже себе поставила цель научиться плести любую форму без формы. Ну и, конечно, хочу сказать, что вот что я заметила, это то, что на качество плетения влияет качество трубочек. Вот качество трубочек — это в первую очередь на что нужно обращать внимание. Потому что какое бы качество плетения у вас не было, как бы вы ни выдерживали ровность рядов, плотность рядов, все равно, если трубочки у вас не очень хорошие, мятые слишком, то это будет все видно и отражаться на качестве изделия. Далее был сплетен вот такой вот котик. Это кот-шкатулка. Плела я его тоже полностью без использования форм дополнительных. И голову плела без формы, и тельце плела без формы. Тоже вот можно посмотреть качество плетения. Тут тоже трубочки вот обработаны уже пропиткой с водой. Так, в шкатулке кое-что положено, так что там вот это дребезжит, не обращайте внимания. В этом месяце я сплела вот такую необычную треугольную корзиночку. Здесь я отрабатывала плетение треугольного дна. Где-то есть небольшое искривление в самом донышке, но я думаю, что это не особо критично. Плела я эту корзиночку без формы, и, конечно, для меня подвиг, что углы некоторые получились более-менее прямые. Хотя некоторый угол, вот этот, очень так сильно повело, но тем не менее уже есть какой-то прогресс в плетении без формы. Я буду и дальше продолжать плести без формы, особенно квадратные, прямоугольные вот такие угловые корзиночки. Очень хочу этому научиться. Вот. Ну и качество плетения можете видеть. Вот такое получается. Здесь трубочки у меня уже обработаны пропиткой с водой. Вот такое получается качество. Ну вот такая хронология моих плетеных изделий получилась. Для колоритности здесь оставляю корзиночку свою первую, чтобы видеть, от чего к чему сейчас я пришла в плетении из газет. И это видео я снимаю не для того, чтобы похвастаться перед вами, показать: смотрите, какие красивые вещи из газет я умею плести, а вы так не умеете. Нет. Это видео я сняла для того, чтобы показать вам, что практика и труд реально делают свою огромную вещь. Если вы хотите чему-то научиться, нужно не опускать руки, нужно трудиться, нужно очень много практиковаться, и вы добьетесь очень больших успехов в этом направлении. Конечно, я не говорю, что сейчас мои изделия идеальны, они вовсе не идеальны, они содержат в себе ошибки, косяки, которые, конечно, я вижу и стараюсь в следующих изделиях их исправлять. Что-то получается, что-то не получается, но я помню всегда, что практика – самая главная ценная вещь в труде, в рукодельном творчестве и в других разных направлениях. Обязательно дайте мне обратную связь, напишите в комментариях, понравилось ли вам это видео и видите ли вы у себя прогресс в плетении. И, конечно, делитесь этим видео с друзьями, особенно с теми, кто только начинает плести, чтобы у них не опускались руки и чтобы они больше и больше вдохновлялись этим видом рукоделия. Желаю вам вдохновения, легкого плетения. Увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока!